Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 53 неразгаданные тайны НЛО и доказательства существования инопланетян. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении одного из следующих роликов с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Что ж, приступим. Многие люди верят в существование инопланетян, кто-то даже видел их своими глазами во время похищения, по заверениям самих людей. Кроме того, существует множество свидетельств наблюдения неопознанных летающих объектов, управляют которыми, вероятно, тоже пришельцы. Эта тема наполнена мистикой и может показаться несерьезной, но мы решили в данном видео рассказать о неразгаданных тайнах НЛО и привести доказательства существования инопланетян. Может быть, все это является лишь фантазией, и на самом деле всему этому есть какое-то логичное научное объяснение, но в любом случае тема пришельцев и НЛО уже долгое время будоражит умы человечества и до сих пор вызывает множество вопросов и заставляет строить догадки на свой счет. Если вам понравится этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий. Если отклик будет хороший, я сделаю еще один ролик по данной тематике, в которой особое внимание уделю свидетельствам наблюдения инопланетян в России. 1. Катастрофа летающей тарелки в США. 2 июля 1947 года в американском штате Нью-Мексико близ городка Розуэлл на ранчо местного фермера Мака Брейзеля что-то упало. В этом можно не сомневаться. Равно как и в том, что упавший объект крайне заинтересовал американских военных, которые оцепили район, собрали какие-то обломки и увезли их на местную авиабазу. Далее сплошная несуразица. Энтузиасты уверены, на ранчо разбилась инопланетная летающая тарелка с экипажем. Военные, естественно, возражают. Самое удивительное в том, что о ней, вернее о нем, летающем диске, сами военные и сообщили. 8 июля в местной газете Розуэлл Дейли Рекорд появился своего рода пресс-релиз, подготовленный лейтенантом Уолтером Хаутом. Он отвечал за связи с общественностью на той самой авиабазе, служащие которой приняли самое деятельное участие в инциденте. Сообщение гласило: Розуэллская база ВВС, Розуэлл, штат Нью-Мексико. Первая половина дня, 8 июля 1947 года. Многочисленные слухи о летающем диске превратились вчера в реальность, когда службе разведки 509-го смешанного авиаполка 8-й воздушной армии, дислоцированного на Розуэллской базе ВВС, удалось заполучить диск благодаря сотрудничеству одного из местных фермеров и службы шерифа округа Чейвис. Летающий диск приземлился на прошлой неделе на ранчо, вблизи от Розуэлла. Не имея телефонной связи, фермер хранил диск до тех пор, пока у него не появилась возможность связаться с шерифом, который и информировал майора Джесси Марселла из службы разведки 509-го смешанного авиаполка. Немедленно были приняты все необходимые меры, и диск вывезли с ранчо. После изучения на Розуэллской базе он был доставлен майором Марселлом в вышестоящую штаб-квартиру. Спустя несколько часов командующий 8-й воздушной армией, бригадный генерал Роджер Реми, выступил по радио с опровержением. Заявил, что на ранчо упал метеорологический шар-зонд. В настоящее время обломок находится в моем кабинете, и, насколько я могу судить, здесь нет ничего особенного. Штуковина, экран из алюминиевой фольги в форме звезды, служащий для отражения сигналов радара, может лететь только в зависимости от скорости ветра. Затем военные организовали пресс-конференцию,
на которой продолжали отстаивать версию, согласно которой в Розуэле нашли обломки шара зонда. И даже дали их сфотографировать. Много лет спустя эксперты пришли к выводу, что и метеозонда скорее всего не было. На ранчо мог упасть секретный аппарат, разработанный в рамках американского проекта «Могул». Он представлял из себя вертикальную связку воздушных шаров, которые несли платформу с аппаратурой. Аппаратура предназначалась для определения мест ядерных испытаний, а в перспективе с ее помощью можно было бы засекать пуски баллистических ракет. Военные США до сих пор продолжают настаивать на метеозонде, уфологи на тарелке, народ же гадает, кто из них врет. В 2007 году, к 60-летнему юбилею Розуэллского инцидента, уфологи получили подарок. СМИ обнародовали завещание того самого Уолтера Хаута. Уолтер Хаут скончался 15 декабря 2005 года, прожив 83 года. Завещание было составлено 26 декабря 2002 года под присягой. Вот его текст. В июле 1947 года я служил на базе ВВС, располагавшейся к югу от города Розуэлл, в должности офицера по связям с общественностью, говорится в нотариально заверенных показаниях. Я провел выходные с пятницы, 4 июля, по воскресенье, 6 июля, в моем доме, примерно в 10 милях к северу от базы. Утром 7 июля, вернувшись к служебным обязанностям, я узнал, что кто-то сообщил про обломки рухнувшего аппарата и что майор Джесси Марсел, начальник разведслужбы, был отправлен туда командиром базы, полковником Уильямом Бланшардом для расследования. В тот же день ближе к вечеру я узнал, что были другие сообщения от гражданских лиц насчет второго места крушения к северу от Розуэлла. Я провел большую часть дня, исполняя обычные обязанности, и почти ничего больше об этом не слышал. Примерно в 9:30 утра полковник Бланшард позвонил в мой кабинет и продиктовал пресс-релиз о том, что в наших руках есть летающий диск, что он был подобран на ранчо к северо-востоку от Розуэлла и что Марсел повез подобранный материал вышестоящему командованию. Я предоставил этот пресс-релиз радиостанциям KJFL и KSWS, газетам Roswell Daily Record и Roswell Morning Dispatch. Когда пресс-релиз распространили агентство новостей, в моем кабинете не умолкал телефон. Звонили со всего мира. Бланшард предложил мне, вместо того, чтобы иметь дело с прессой, пойти домой и спрятаться. Перед тем, как я покинул базу, полковник Бланшард лично отвел меня в здание 84, ангар Р-3. Еще на подходе я увидел, что оно усиленно охраняется снаружи и изнутри. Внутри мне разрешили посмотреть с безопасного расстояния на объект, только что подобранный к северу от города. Он был около 3,5–4,5 метра длиной, не очень широкий, высотой около 1,8 метра и имел более-менее яйцевидную форму. Освещение было плохим, но его поверхность казалась металлической. Я не увидел никаких окон, иллюминаторов, крыльев, хвоста или посадочных устройств. Также с расстояния я увидел пару трупов под брезентом. Из-под него торчали только головы, и я не смог различить черты их лиц. Головы были больше, чем у обычного человека, а контуры тел под брезентом размером с 10-летних детей. Позднее Бланшард в своем кабинете поднял руку, примерно на 1,2 метра над полом, показывая их рост. Завещание заканчивается словами: «Я утверждаю, что лично видел летательный аппарат и его внеземной экипаж». Никакой реакции со стороны военных на откровение бывшего лейтенанта не было и нет. 2. Серп без молота. 24 июня 1947 года Кеннет Арнольд, бизнесмен, специалист по противопожарным устройствам, управляя собственным самолетом, увидел нечто, о чем сообщил потом в объяснительной записке для военной контрразведки. «Я летел по курсу не более 2–3 минут, когда яркая вспышка осветила самолет», — написал он. «Я забеспокоился, подумав, что нахожусь слишком близко от другого самолета. Оглядел небо, но так и не мог обнаружить, от чего отразился свет, пока не заметил слева к северу от горы Рейнир цепочку из 9 странного вида аппаратов.
Каждые несколько секунд 2 или 3 из них снижались или слегка меняли курс, и этого было достаточно, чтобы солнечные лучи, падая на них под углом, отражались яркими вспышками на моем самолете. Первый объект напоминал изогнутый серп, остальные – немного сплюснутые диски, они летели диагональным строем, вытянувшись в цепочку, но при этом были как бы связаны воедино. Журналисты предположили, что я, может, видел какое-то отражение. Это полнейшая чушь, потому что я наблюдал за объектами не только через стекло кабины, но и, повернув самолет боком, смог открыть окошко, наблюдая через него, чтобы объекты ничто не заслоняло. Расстояние между горами Рейнир и Адамс – 75 километров. Объекты прошли почти по прямой за 1 минуту 42 секунды. То есть передвигались со скоростью 2300 км в час. Это сверхзвуковая скорость, тогда еще недоступная для земных самолетов. Отделение ФБР, куда направился Арнольд, было закрыто. Тогда летчик пошел в редакцию газеты. Журналист Билл Беккет не только поверил его рассказу, но и направил телеграмму о случившемся в агентство новостей Associated Press. В ней говорилось, что Арнольд сравнивал увиденное с тарелками, брошенными плашмя в воду. Летающие тарелки, эти слова тогда прозвучали впервые. 12 июля Кеннета Арнольда допросил сотрудник контрразведки Фрэнк Браун из 4-й армии ВВС. И тоже ему поверил, отметив донесение: по моему личному мнению, он действительно видел то, о чем рассказывает. Самого Арнольда военные, мягко говоря, ничем не обрадовали. В телеграмме, направленной в Центр авиационно-технической разведки ВВС США, он написал: «Я с большим разочарованием узнал, что вы не можете дать объяснений этим летательным аппаратам». 7 июля 1947 года история с серпом и сопровождавшими его тарелками получила материальное подтверждение. Фотограф-любитель Уильям Роудс из Финикса, штат Аризона, сделал снимок серпа, очень похожего на тот, о котором рассказывал Кеннет Арнольд. Снимал с расстояния примерно в 700 метров. Фотограф успел заметить, что из центра объекта вырывался луч света. Уильям отнес снимки в местную газету The Arizona Republic. Вскоре они были опубликованы, правда в перевернутом виде. На вторые сутки к фотографу пришел подполковник ВВС в сопровождении агента ФБР. Они забрали негативы, обещали вернуть, рассказывал Уильям. Через несколько лет я позвонил в ФБР, и они ответили, что ничего не знают. На самом деле эксперты изучили снимки и пришли к выводу: виден похожий на диск объект, закругленный спереди и с хвостовой частью прямоугольного сечения. Снимки подлинные и не похожи на результат дефекта эмульсии или несовершенства линз. 3. Инопланетяне украли их первыми. 19 августа 1961 года американку Бетти Хилл и ее мужа Барни похитили инопланетяне, после чего мир охватила своего рода эпидемия. К настоящему времени десятки тысяч людей по всему свету сообщили, что побывали на борту летающих тарелок. Супруги возвращались домой после отпуска в Канаде. Ехали на автомобиле. Увидели в небе яркую звезду, которая, приблизившись, превратилась в огромный дисковидный корабль. В его окне хорошо были видны пришельцы, которые разглядывали автомобиль. Спустя 2 часа супруги очнулись в своем же автомобиле, но за 100 километров. Подробности случившегося выведали психиатры, которым руководил один из самых высокооплачиваемых специалистов доктор Бенджамин Саймон. Полгода он гипнотизировал Хиллов, возвращая их к событиям той ночи. Сохранилось 45 часов аудиозаписи рассказов супругов о том, что происходило на борту НЛО. Бетти и Барни рассказали, будто на корабле их доставили 5 человекообразных существ ростом не более 1,5 метров, с широкой грудью и лицами монголоидного типа голубовато-серого цвета. Брали всевозможные медицинские анализы, беседовали. С пленниками существа общались по-английски, между собой звуками, которые Бетти сравнила с мурлыканьем кошки. По итогам гипноза Саймон пришел к выводу, что светящийся объект скорее всего был. Психиатр-гипнотизер счел его неким природным явлением, которое усталые супруги увидели ночью на пустынной горной дороге.
а все остальное якобы явилось в фантазиях и снах 41-летней Бетти, которая внушила их мужу. Казалось бы, больше и говорить не о чем. Но история получила неожиданное продолжение. Во время гипнотических сеансов Бетти нарисовала фрагмент звездной карты, которую показали ей существа. Рисунок увидела учительница астрономии Марджери Фиш и решила проверить, могли бы какие-нибудь звезды располагаться так, как их изобразила похищенная. Учительница предположила, что на карте изображен участок звездного неба так, как видел бы его картограф, находящийся на своей родной планете, а не на Земле. Взяла 200 бусинок, которые представила звездами, расположенными на расстоянии 50 световых лет от Земли. В зависимости от их спектра раскрасила бусинки в разные цвета и подвесила к потолку на нитях разной длины, соблюдая масштаб расстояния. И в течение 5 лет проводила все свободное время, разглядывая свою галактическую карту, как бы взглядом с той или иной звезды. В итоге Фиш нашла таки место, откуда бы на звездное небо открывался такой вид, как на карте Хилл. Предполагаемой родиной инопланетян оказались звезды созвездия Сетки, Дзета-1 или Дзета-2, расположенные в 37 световых годах от Земли. В 1974 году работу Фиш, используя компьютерное моделирование, проверили профессиональные астрономы и подтвердили ее результаты. Барни Хилл умер в феврале 1969 года от кровоизлияния в мозг. Бетти скончалась в 2004 году от рака легких в возрасте 84 лет. До самой смерти она твердила, что действительно была похищена инопланетянами. 4. Пришельцы собственной персоной, впервые на видео. Tubitek, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Турецкий совет по науке и технологиям признал, что в кадрах НЛО, сделанных в пригороде Стамбула, нет и намека на подделку. Признал через 4 года после того, как съемка была обнародована на пресс-конференции, которую организовала в Стамбуле турецкая уфологическая организация «Сириус». Глава местных уфологов Хактан Агдаган назвал продемонстрированные кадры самыми ценными в мире. В объектив оператора-любителя попала не только летающая тарелка, но и ее экипаж. Снимал НЛО некто Ялчин Ялман, охранник коттеджного комплекса курортного района Кумбургас на берегу Мраморного моря. Кадры весьма посредственного качества. Но на них хорошо заметна штуковина в форме чечевицы, отливающая металлическим блеском, сначала одного оттенка, потом другого. Вылитая летающая тарелка. Сверху у нее расположено нечто, похожее на колпак. А в колпаке 2 пятнышка, которые, как утверждал Ялман, и есть инопланетяне. Точнее, их головы. Диаметр тарелки, по прикидкам оператора, составлял примерно 15 метров. Головы внутри выглядели вполне соразмерно. То есть, аппарат отнюдь не был мал для своего экипажа. В 2012 году известный американский уфолог Роджер Лейер заявил, что ему удалось увеличить изображение тарелки, более-менее сохранив его качество. И под колпаком действительно оказались инопланетяне. По крайней мере, образы существ, сидящих под ним, удивительно походили на хрестоматийные. Головы большие, вытянутые вверх, подбородки, рты и носы маленькие, глазницы непропорционально огромные. А если учесть, что Tubitek – консультативный государственный орган, напоминающий по функциям нашу Академию наук, признал кадры Ялмана настоящими, то получается, что Турцию действительно посетили гости из иного мира. 5. Случай в деревне Кананцево, СССР. На исходе 80-х годов прошлого века случилось чудо. Вдруг появилось сообщение ТАСС, из которого следовало, что 6 июня 1989 года в деревне Кананцево Харовского района Вологодской области приземлилась целая эскадрилья НЛО. Осведомленным энтузиастам стало ясно, наконец-то пало табу на инопланетян. Об исторических событиях тогда написали многие. На месте посадки НЛО побывали ученые АН СССР. О том, что там случилось, рассказал один из участников экспедиции, Анатолий Листратов, председатель секции по изучению аномальных явлений
Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Вот, что он заявил. Началась история с Харовской районной газеты. Именно туда прибежали возбужденные школьники и сбивчиво поведали о необычном. Мы нашли всех, 3 были в лагере, 1 дома. Привезли ребят на место, провели, что называется, следственный эксперимент, отсняли видеофильм. Вот тот самый пригорок, на котором стояли школьники, впереди луг и речка, рядом 2 линии электропередачи. Люда Рыбакова, Сережа Белявский, Света Каретина, Марина Ширяева, детям от 11 до 13 лет, смышленные, но фантастикой не увлекаются. Они по очереди повторяют свои рассказы, с каждым ученые беседуют отдельно. Школьники показывают, откуда и куда двигались объекты, 4 светящихся шара. В деталях показания расходятся, но так ведь обычно и бывает, когда свидетели не пытаются обмануть следствие. Здесь светящийся шар коснулся луга, может быть, не коснулся, а завис над ним, здесь покатился с пригорка, там у реки остановился. Недалеко от прибрежных кустов шар раскрылся, разломился, как апельсин, на 2 половинки, говорят юные очевидцы, а между половинками появилась фигура, похожая на человека без головы. Ребята рисуют, вспоминая подробности. Черные ноги, туловище чуть светлее, верх желтый, мерцающий, на уровне груди яркий светящийся диск. Руки длинные гораздо ниже колен. Впрочем, каких-либо суставов никто не заметил. Фигура двинулась к околице, переставляя прямые ноги, дошла до столба с трансформатором и там остановилась. Шар в этот момент уже растворился в воздухе, потемнел и исчез. Дети показывают на столбе, вон примерно до той отметки дотягивалась фигура. Почти 4 метра. 4-метровым был и шар, размеры его и фигуры почти совпадали по высоте. От ребят до пришельца было не более 150 метров, говорит Анатолий Павлович, мы отошли на это расстояние. Действительно, вполне можно разглядеть все детали. А школьники словно бы заново переживали свалившееся на них необычайное приключение. Их искреннее волнение, подробности, о которых договориться просто невозможно, все больше убеждали нас в правдивости рассказанного. Но на всякий случай я сказал, ну пошутили, и хватит. Признавайтесь, придумали все. Дети обиделись, пришлось долго просить их продолжить историю. Дальнейшие события вообще напоминали детектив. Когда фигура шла к трансформатору, школьники заметили на лугу женщину. Они крикнули ей: «Тетенька, не ходите! Инопланетяне!» То ли она не услышала, то ли не обратила внимания, словом подошла ближе к пришельцу. И тут оба исчезли. Через секунду женщина появилась снова, но уже в 40 метрах от трансформатора словно бы возникла из воздуха. Она в ужасе убегала с луга. Женщину потом нашли в районной больнице. Она находилась в невменяемом состоянии, потеряла память. О дальнейшей судьбе пострадавшей больше ничего не известно, женщина пропала, примечание автора. Экспедиционная группа добралась до военных, располагающих радиолокаторами. В тот день они ничего сверхъестественного не заметили. Впрочем, сказали, что регулярно наблюдают на экранах странные следы, которые даже не берутся идентифицировать. Не испытали особого удивления и жители окрестных деревень. «У нас тут постоянно какая-то гадость летает», — говорили они при встречах. Получается, что Вологодская область чем-то привлекает НЛО. Раньше жители молчали, а после публикации в районной газете «Призыв» стали приходить в редакцию и вспоминать, кто что и где видел, интерес почувствовали. 6. Инцидент с пилотом Мантеллом, 1948 год, штат Кентукки, США. Этот инцидент можно считать первым случаем гибели человека в результате попытки исследовать НЛО вблизи. 7 января 1948 года с авиабазы Годмен были подняты 4 истребителя «Мустанг Р-51», перед которыми стояла задача догнать и исследовать непонятный объект, приближавшийся к авиабазе. Все 4 летчиков отчетливо видели перед собой предмет, который описали как металлический, огромных размеров, круглый, как слеза, и иногда казавшийся жидким. Такое описание со слов пилотов позднее привело командование. 3 пилота вернулись на базу, а один,
Командир звена капитан Томас Мантел продолжал преследовать НЛО в попытке подойти к нему как можно ближе. «Иду на сближение, чтобы лучше его рассмотреть», — сообщал диспетчеру летчик. «Он прямо передо мной и летит по-прежнему вдвое медленнее, чем я. Эта штука по виду металлическая и огромных размеров. Теперь она набирает высоту и идет с такой же скоростью, как и я, то есть 360 миль в час. Поднимусь до высоты в 20 тысяч футов, и если не смогу сблизиться, прекращу преследование». Вскоре связь с летчиком пропала, а позднее был найден разбившийся истребитель Мантелла. Выяснилось, что пилот погиб от удушья еще до того, как его самолет упал на землю, взорвавшись в воздухе. Одной из главных странностей, заставляющих уфологов и сегодня говорить о встрече именно с пришельцами, стала разница во времени между гибелью пилота и временем катастрофы самолета. Наручные часы Мантелла остановились на отметке 15:10, связь с самолетом пропала в 15:15, а катастрофу он потерпел только через 1,5 часа в 16:45. 7. Случай в Сокоро, 1964 год, штат Нью-Мексико, США. После событий 1947-48 годов НЛО начали наблюдать по всему миру с достаточной регулярностью, но очень редко можно было доверять рассказам об этих встречах. Тем более странными выглядели события 24 апреля 1964 года в окрестностях города Сокоро, где патрульный полицейский Лони Замора сначала увидел столб пламени, опускавшийся к земле, а затем, когда подъехал ближе странный предмет, похожий на серебристый автомобиль, и двух неизвестных рядом с ним. Тех двоих я видел недолго, когда остановился секунды на 2, чтобы рассмотреть объект, рассказывал позднее полицейский. Ничего необычного, ни головных уборов, ни шлемов. Люди как люди. Приземистые взрослые или рослые мальчишки. Когда они заметили меня, одно из этих существ обернулось к автомобилю и вздрогнуло от удивления. Вызвав подмогу и объехав холм, на котором стоял странный аппарат, Замора увидел уже не серебристый автомобиль, а нечто яйцевидной формы, причем никаких живых существ рядом уже не было. И в ту же минуту объект начал издавать хлопки, затем снизу появилось пламя, и через несколько секунд на холме уже ничего не было. Позднее на том месте были обнаружены вмятины в земле и следы воздействия пламени. Случай в Сокоро считается одним из самых достоверных примеров возможного контакта с НЛО, имеющим внеземное происхождение. 8. Огненный шар в Киксбурге, 1965 год, штат Пенсильвания, США. 1,5 года спустя, 9 декабря 1965 года в окрестностях городка Киксбург развернулись события, подлившие масло в огонь дискуссий о секретных исследованиях военных в отношении НЛО. В тот день над восточным берегом Северной Америки пронесся сияющий огненный шар. Его наблюдали тысячи людей в США и Канаде, от провинции Онтарио до штата Пенсильвания. В конце концов НЛО пропал в районе Киксбурга, причем место его предполагаемого падения немедленно оцепили военные. Свидетели из числа местных жителей успели увидеть, как из леса вытащили странную колоколообразную конструкцию, которую погрузили на армейский большегрузный прицеп и увезли в неизвестном направлении. Противники уфологической версии утверждали, что под Киксбургом военные изъяли разбившийся советский спутник или головную часть баллистической ракеты. Однако на одной из немногих фотографий, сохранившихся после инцидента, виден странный объект, высотой чуть выше человеческого роста, не похожий ни на один из известных советских спутников, ни тем более на головную часть ракеты. 9. Тегеранский случай, 1976 год, Тегеран, Королевство Иран. В длинной череде примеров обнаружения НЛО над поверхностью Земли так называемый Тегеранский случай стоит особняком. Как отмечало в своем докладе разведуправление Министерства обороны США, в соответствии с критериями оценки подобных инцидентов, это был выдающийся случай. В документе отмечается, что он считается классическим наблюдением НЛО, удовлетворяющим всем критериям достоверного наблюдения.
Объект наблюдался с нескольких разных позиций: Шамиран, Мехрабад, самолеты, диспетчерская вышка и пересохшее соленое озеро. Высокая надежность многих наблюдателей, генерал ВВС, квалифицированные пилоты и опытные диспетчеры. Визуальные наблюдения подтверждены радарными. Сходные электромагнитные эффекты наблюдались на 3 разных самолетах. Наблюдались физиологические эффекты, связанные с появлением НЛО, потеря ночного зрения из-за яркости объекта. НЛО обладали большой маневренностью. Кроме того, все пилоты, наблюдавшие НЛО, а это были не только 2 военных летчика, но и экипаж гражданского пассажирского самолета, утверждали, что на расстоянии порядка 40-45 миль от ярко светящегося объекта у них отказывала электронная аппаратура, а на одном из военных самолетов отказала и система управления вооружением. Объект не позволял приблизиться к нему, а отделившийся от основного объекта НЛО меньшего размера даже облетал диспетчерскую вышку военного аэродрома, отключив все оборудование и на ней, и позднее приземлился, но результаты обследования места его приземления так и остались засекреченными. 10. Вашингтонская карусель, 1952 год, штат Вашингтон, США. Самое массовое наблюдение таинственных воздушных объектов случилось в Вашингтоне в 1952 году. Так, в течение 2 недель кряду американцы жаловались на летающие тарелки в небе, которые доводили наиболее впечатлительных горожан буквально до паники. Помимо устных свидетельств, остались документы, фото и видео. Дошло до того, что стайку НЛО заприметили даже в небе над Белым домом. Чтобы устранить нервозность в обществе, представители Пентагона провели пресс-конференцию с журналистами. Объяснили, что летающие аппараты, изготовленные из нетвердых материалов, наблюдаются не только над Вашингтоном, но и над другими территориями. 11. Встреча Хинсона Парнелла, 1973 год, штат Миссисипи, США. Калвин Парнер и Чарльз Хиксон – обычные рыбаки из Паскагулы. Но именно им удалось не просто увидеть инопланетный летающий объект, но и вступить в контакт с пришельцами. Последние напоминали гуманоидов, но имели шершавую кожу и яйцеобразные головы. От неожиданной встречи Парнер сходу потерял сознание, а вот Хиксона гости забрали на свой корабль, дабы исследовать с помощью устройства, напоминающего ни к чему не прикрепленный глаз. Впрочем, через 20 минут рыбака вернули обратно к товарищу, после чего пришельцы быстро покинули Землю. Друзья пришли в себя только спустя несколько часов. Тогда и сообщили о произошедшем местному шерифу. История выглядит от и до невероятной, однако нельзя не сказать, что Чарльз Хиксон успешно прошел испытания на детекторе лжи. 12. Петрозаводский феномен, 1977-1978, Петрозаводск, СССР. Петрозаводским дивом называли аномальные световые явления и появление отверстий в окнах зданий, многократно фиксирующиеся в 1977-1978 в Петрозаводске. Особенно богатым на необъяснимые происшествия было 20 сентября 1977 года. Именно тогда жители упомянутого города, а также соседних населенных пунктов Карелии, Прибалтики, Финляндии, Псковской и Ленинградской областей наблюдали в небе некоторую светящуюся медузу, переливающуюся белыми, синими, бордовыми, желтыми и зелеными цветами. Позднее это явление стали связывать с запуском с космодрома Плесецк спутника радиоэлектронной разведки «Космос-955». Среди других объяснений метеорит – вхождение в атмосферу частей искусственного спутника или ракеты-носителя. 13. Инцидент на высоте 611, 1986 год, Приморский край, СССР. Последний невероятный случай тоже имел место быть на территории Советского Союза. Известный как русский Розуэлл, визит пришельцев был зафиксирован в городе Дальнегорске Приморского края. Если быть точными, на высоте 611, горе Известковой. Очевидцы сообщали, что там произошло крушение некого, беззвучно летевшего светящегося красного шара. Пожар был такой силы,
что на месте происшествия осталось всего ничего: свинцовые капли, черные шарики из железа, кремния и свинца, а также необычная сетка, состоящая из золота, скандия, самария, лантана, прозиодима и натрия, обладающая золотыми нитями в кварцевой оболочке толщиной 17 микрон. Версии об инопланетном происхождении летающего шара были откинуты. Его назвали автоматическим дрейфующим аэростатом, который мог быть запущен США с целью шпионажа. И такая версия вполне имела место быть, так как в Приморье и на Дальнем Востоке располагались секретные советские лаборатории и военные производства. Что же касается огненного шара, это объяснили как автоматическое срабатывание программы самоуничтожения. 14. Инцидент в Имьярве. Во второй половине дня, 7 января 1970 года, во время катания на лыжах около деревни Имьярви, Финляндия, двое опытных лыжника Арно Хейнанен и Эска Вилли остановились на поляне, на которой регулярно отдыхали. В этот момент каждый из них услышал странный жужжащий звук неподалеку. Когда они осмотрели темнеющее небо, то увидели странный светящийся объект, приближающийся к ним. Вместе с объектом приближался и жужжащий звук. Когда объект приблизился на расстояние примерно 3 метров к паре лыжников, он выпустил странный красно-серый туман, который полностью скрыл корабль и то, что находилось близко к нему. Когда двое мужчин посмотрели на него, внезапно из-под днища корабля появился яркий луч света. Когда двое мужчин оправились от временной слепоты, вызванной внезапно появившимся светом, Хейнанен почувствовал, как будто кто-то дернул его сзади и чуть не упал. Когда он вновь смог твердо стоять на ногах, оба мужчины заметили существо, окруженное сиянием исходящего света. Оно сжимало странный черный ящик, который сам, казалось, светился изнутри странным желтым свечением. Через несколько мгновений существо, которое мужчины назвали взрослым гуманоидом, но размером с ребенка, повернуло ящик в сторону Хейнанена, направив туда же красно-серый туман и поток искр. Постепенно туман становился гуще, а свет ярче, пока внезапно корабль и гуманоид не исчезли. Хейнанен, однако, обнаружил, что его правая нога онемела, и чтобы вернуться домой, ему потребовалась помощь друга. Позже он выделял черную мочу. Данный инцидент, как полагают многие исследователи, имел место на самом деле, хотя некоторые из заявлений, сделанных Хейнаненом о его контактах с белокурыми инопланетными женщинами, после данной встречи, были встречены не так хорошо и в конечном итоге подорвали доверие к нему. 15. Встречи в Кинуле. Через год в Финляндии видели уже больше гуманоидов, на этот раз в Кинуле. 2 февраля 1971 года, после 8 вечера, две женщины ехали в сторону Оулу, через Кинулу и заметили, что их преследует странный свет, двигающийся над ними. Свет настиг их автомобиль, что заставило водителя остановиться. Когда женщина остановила автомобиль, свет внезапно исчез. Однако в том месте, куда он падал, теперь стоял гуманоид, высотой 90 сантиметров в коричнево-зеленом костюме и плотно облегающем шлеме. Он посмотрел на двух женщин, прежде чем исчезнуть в лесу на обочине дороги. Вместо того, чтобы последовать за ним, женщины прыгнули в автомобиль и помчались к месту назначения. 3 дня спустя, в том же регионе, два дровосека заметили похожее человекоподобное существо. Эска Снек и Петер Алиранта решили начать собирать вещи сразу после 3 часов дня, поскольку снег продолжал падать и стал тяжелым. Когда они это сделали, Алиранта заметил серебристый диск, бесшумно висевший над просекой между деревьями. Вскоре после этого объект опустился на землю, и из отверстия в нем появилось похожее на человека существо, ростом около метра. Оно было одето в комбинезон зеленого цвета и шлем с маской, похожей на те, которую носят аквалангисты. Странное существо направилось к двум мужчинам. Снек направил на него промышленную бензопилу, что заставило существо отступить назад к своему кораблю. Согласно отчету, оба мужчины погнались за инопланетянином, и Алиранта даже удалось схватить существо за пятку, в результате чего его тело пронзила острая боль.
Через несколько секунд серебряный диск с гуманоидом-коротышкой на борту поднялся в воздух, ускорился и исчез. 16. Встреча в Лоумяки. Третья встреча с гуманоидами произошла в Финляндии за 5 лет до первых, описанных выше случаев, летом 1965 года в небольшом городке Лоумяки. Однажды днем семья Кунингас собирала чернику в густом лесу. Родители Мати и Марии и двое их детей, Тапани и Тиува, были в этом месте совсем одни. Было немногим больше 12:00, и они решили рассредоточиться, чтобы собрать побольше ягод, прежде чем отправиться домой. Когда семья так и сделала, Мати услышал странный булькающий звук, идущий откуда-то сверху. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он смог рассмотреть человекоподобную фигуру, находившуюся на вершине скалистого склона перед ним. Несколько мгновений фигура пристально смотрела на Мати, а затем направилась в его сторону. Гуманоид был около 100 сантиметров в высоту, отличался крепким телосложением и толстой оранжевой кожей. Застыв на месте, Мати наблюдал, как существо приближалось все ближе и ближе. Он хотел бежать, но его ноги отказывались слушаться. Когда странный звероподобный человек был всего в нескольких десятках сантиметров от него, он просто растворился в воздухе. Мати развернулся, осматривая лес вокруг себя. Однако существа нигде не было видно. Самый младший ребенок в семье Кунингас, Тиува, позже заявил своим родителям, после того, как мать рассказывала о случившемся, что с другого конца поляны тоже видел существо, приближающееся к его отцу. Он также видел, как существо просто растворилось в воздухе. 17. Зальцбургское похищение. Согласно докладу, опубликованному в декабре 1957 года в газете Prince George Citizen, в Британской Колумбии, американский солдат, находившийся в Зальцбурге, Австрия, летом 1951 года, предположительно был похищен инопланетянами, задолго до того, как это явление стало достаточно распространенным. Неизвестный солдат работал водителем и только что закончил работу. Было немного позже 11 вечера, когда он возвращался домой и решил срезать путь через какие-то заброшенные заросли. Когда он направился в их сторону, то увидел темную фигуру гуманоида, направлявшуюся к нему из ниоткуда. Фигура направила в сторону солдата невидимое устройство, и того сразу же парализовало. Затем существо зафиксировало на его теле странное черное пятно, и с помощью устройства смогло контролировать движение солдата. Оно тащило его к стоящему кораблю, словно за невидимую веревку. Солдат утверждал, что его притащили в прозрачную комнату внутри корабля, который затем взлетел в космос. Он описал существо как гуманоида ростом около 152 сантиметров, бледнокожего и совершенно лысого. Однако, возможно, самым необычным были его глаза, которые свидетель сравнил с глазами мухи и сказал, что это были глаза внутри глаз. Солдат утверждал, что корабль приземлился на райской планете, которая, по его словам, могла быть Марсом. Затем его вернули на Землю и доставили на место похищения. Согласно газетной статье, следователь, взявший солдата на учет, несколько раз пытался заставить его признаться во лжи, но все попытки не увенчались успехом. 18. Встреча Филиберта Карденаса. Филиберта Карденаса не только похитили инопланетяне, в чем он признался с помощью гипнотической регрессии всего через несколько месяцев после его встречи, в 1979 году, но он также смог дать несколько пугающе точных предсказаний предстоящих событий. Ранним вечером, 3 января, Филиберта ездил со своим другом Фернандо по окрестностям Майами, штат Флорида, в поисках свиньи для барбекю. Внезапно их автомобиль заглох и остановился. Оба мужчины вышли из автомобиля и направились к капоту, чтобы разобраться, в чем проблема. В этот момент они оба услышали жужжащий звук, исходящий откуда-то сверху. Затем они заметили странные огни, и луч света осветил кузов автомобиля, в то время как оба мужчины оказались полностью парализованными. Внезапно яркий луч, исходящий от корабля, заставил Филиберта оторваться от земли. А потом он просто исчез. Паралич Фернандо прошел как раз вовремя, чтобы увидеть,
как корабль исчез в небе. Спустя 2 часа Филиберто появился посреди оживленной дороги, примерно в 16 километрах от того места, где остановилась его машина. Полиция Майами подобрала его и связалась с его семьей и Фернандо, который сообщил о пропаже Филиберто, после чего последнего выпустили. Между прочим, этот случай можно считать первым, когда в официальном полицейском отчете говорится о том, что человек исчез вследствие встречи с НЛО. Спустя примерно полгода Филиберто прошел через гипнотическую регрессию. Его откровения были очень похожи на откровения многих других предполагаемых жертв похищения инопланетянами. Он рассказал о том, как был обездвижен в странном кресле в большой комнате, удерживаемый всасывающим устройством на спине. Он подвергся нескольким экспериментам и вспомнил о нескольких маленьких иглах, пронзивших его череп. Пришельцы пытались войти с ним в контакт. Они говорили на нескольких языках, каждый раз настраивая что-то в устройстве, которое было у них в руках. Попробовав немецкий и английский языки, они наконец остановились на испанском, который понимал Филиберто. Филиберто вспоминал, что информацию он получал телепатически, просматривая события на странных экранах вокруг себя. Затем он рассказал о предстоящих событиях, включая предупреждение о городе, который будет разрушен, столице Мексики. 6 лет спустя в 1985 году Мехико пережил землетрясение, которое практически сравняло с землей часть города. Он также заявил, что почти все крупные населенные пункты Калифорнии поглотит море. В марте 1983 года в издании Newsweek в статье говорилось о нескольких прибрежных районах, которые были потеряны в результате береговой эрозии. Среди прочего, Филиберто также якобы предсказал президентство Рональда Рейгана и эпидемию СПИДа. 19. Похищение где-то между Колумбусом и Мэнсфилдом. Как вы могли догадаться по названию этого пункта, точные детали, такие как дата и точное местоположение, неизвестны. Возможно, потому что это похищение пришлось на пик наблюдений НЛО и гуманоидов, случившийся в течение 1973 года, особенно во второй половине. Когда в конце сентября свидетель проезжал по шоссе 71 в Огайо, он заметил странный свет, следующий за его автомобилем. Ему показалось, что он отключился вскоре после того, как увидел свет, при этом он обнаружил, что оказался в другом месте, но все еще сидел за рулем несущегося вперед автомобиля. Он попытался собраться с мыслями и продолжил свое путешествие. Только когда он понял, что не помнит, как прошел час времени, то обратился к гипнотической регрессии. На сеансах гипноза выяснилось, что вскоре после того, как странный свет появился позади его автомобиля, мужчина свернул с главной магистрали и съехал на одинокую грунтовую дорогу. Он не знал, почему он это делает. Как будто его действия кем-то контролировались. Внезапно он заметил 3 существа, окруживших его автомобиль. Затем он увидел большой НЛО, спускающийся к ним. Затем он оказался лежащим на столе, который окружали странные существа. Они проводили над ним различные эксперименты и исследовали его тело. Один из них поместил устройство возле его головы, и интенсивно яркая вспышка ослепила его. Следующим воспоминанием было то, что он очнулся в своей машине, мчащейся по главному шоссе. 20. Гости Баинай над Папуа-Новой Гвинеей. Летом 1959 года в Папуа-Новой Гвинее миссионер отец Уильям Гилл и многие другие свидетели видели в небе странные огни. В течение 2 вечеров, в частности начиная с 26 июня, Гилл вместе с 37 другими свидетелями близко видел несколько НЛО. Более того, на борту этих странных, внеземных кораблей находились 4 человекоподобных существа, которые приветствовали зевак, махнув им несколько раз. Среди свидетелей было много профессионалов, таких как врачи и учителя, факт, который, наряду с хорошей репутацией Гилла и правдоподобностью происходящего, делает этот случай одним из самых интригующих и заслуживающих доверия. Хотя НЛО наблюдали в течение нескольких месяцев, это был первый раз, когда объект приблизился так близко, что свидетели смогли разглядеть тех, кто находился внутри.
Гости отвечали на приветственные призывы наблюдателей, махая им в ответ. Когда Гил с помощью факела изобразил послание азбукой Морзе, гуманоиды использовали огни на своем корабле, чтобы ответить таким же способом. Хотя многие свидетели, и в свою очередь, исследователи пришли к выводу, что это были инопланетяне, во многом потому, что корабль был ультрафутуристическим, сам Гил заявил, что это были люди. Кроме того, он считал, что это был секретный военный эксперимент. 21. Встреча в Емилчине. Несмотря на то, что многие люди ставят под сомнение подлинность данного инцидента, встреча Яна Вольского с инопланетянами в 1978 году теперь отмечена каменным памятником, который стоит там, где произошла встреча между ним и человекоподобными инопланетянами. Фактически, многие в сообществе изучения НЛО считают эту встречу первым зарегистрированным случаем похищения инопланетянами человека в Польше. 10 мая 1978 года 71-летний Ян Вольский ехал в запряженной лошадью телеге по лесной местности возле городка Емилчин в Польше. Время было чуть больше 8 утра, и на дороге были только он и его лошадь. Так было вплоть до того момента, как он заметил перед собой две странные фигуры гуманоидов. Более удивительно, что когда он собрался проехать мимо этих странных существ, они прыгнули в его телегу и расположились позади Вольского, который продолжал ехать вперед, не представляя, что ему следует делать. Каждый из гуманоидов был одет в черную одежду, которая скрывала практически все тело, рост их составлял около 152 сантиметров. Мужчина заметил, что лица и руки гуманоидов были светло-зеленого цвета. Позже он вспоминал, что они говорили друг с другом тонкими голосами на языке, который был ему неизвестен. Затем Вольский заметил огромный, серебристо-белый, продолговатый корабль, парящий в воздухе. Он сравнил его с автобусом и отметил, что корабль блестел в лучах утреннего солнца, при этом на его внешней стороне не было видно швов и стыков. Он поднялся в корабль через ожидающий лифт. Оказавшись внутри, одно из существ поместило над его телом два странных серых диска. Гуманоиды стали поворачивать его, подставляя его тело под эти диски. Вполне возможно, что это были какие-то сканирующие или рентгеновские устройства. После того, как все закончилось, существа жестом попросили мужчину уйти, что он и сделал, поклонившись им в знак прощания, они сделали то же самое. В то время как некоторые считают, что данный случай ложь, Вольский не получил очевидной финансовой выгоды и не стал особо известным после этой встречи. В конечном счете, мнения относительно встречи в Емилчине по-прежнему расходятся. 22. Инцидент в Файфе в 1996 году. Вечером 23 сентября 1996 года в Файфе, Шотландия, две женщины и ребенок стали свидетелями данного неземного явления, когда в последний момент отправились за кофе. Мэри Моррисон, вымышленное имя, ее подруга Джейн и сын Мэри, Питер, отправились в путь чуть позже 8 часов вечера. Когда они ехали по дороге, то увидели странный, яркий свет, который, казалось, разделился надвое. Когда они выглянули из машины, то увидели пролетевший над ними огромный треугольный корабль с красными огнями на его нижней части. Вскоре он исчез из поля зрения. Озадаченные и шокированные, они продолжили путь в магазин. Однако на обратном пути они снова увидели странный корабль. На этот раз он подлетел очень близко к машине, паря над ней в течение нескольких секунд. После возвращения домой Мэри сообщила об инциденте, а затем трое из них вместе с дочерью Мэри, Сьюзан, отправились обратно по просьбе исследователя НЛО, чтобы узнать, можно ли обнаружить что-нибудь более интересное. Когда они приблизились к месту, где видели странный корабль, каждый смог разглядеть перед собой освещенную область на краю поля. Они остановили машину и расположились за стеной, чтобы можно было внимательнее наблюдать за происходящим. Они могли ясно видеть несколько тонких фигур, двигающихся взад и вперед к огромному объекту, стоящему на земле. Было похоже, что каждая из фигур несет куб или коробку. Они вернулись в это же место уже в 4-й раз, но теперь с биноклем.
Когда они наблюдали за существами, которые явно не были людьми, в их сторону устремилась капсула в форме кокона. Хотя не совсем ясно, что произошло после этого, первичная гипнотическая регрессия предполагает, что инцидент с похищением произошел до того, как 4 человек вернули в машину. Именно этот момент они четко помнят после того, как к ним подлетела капсула. Инцидент остается необъяснимым. 23. Контакт с НЛО, подтвержденный Эдит Баатрейт. Хотя контакт Эдит Баатрейт с НЛО был интригующим и важным, с точки зрения истинности, он оставался под менее пристальным вниманием, чем свидетельство о контакте с НЛО баскетбольной команды средней школы Пьемонта, которая в то время считалась главным делом для исследователей НЛО. Холодным зимним вечером, 21 февраля 1973 года, после душераздирающего поражения в игре плей-офф в средней школе, тренер команды, 2 сотрудника и 3 игрока стали свидетелями чрезвычайно яркого корабля в момент, когда возвращались по шоссе 60 домой в Пьемонт, штат Миссури. С обочины дороги они несколько минут наблюдали за кораблем, когда тот висел над полем. В это же время, когда свидетели наблюдали объект, Эдит Баатрейт лежала в постели, когда из окна своей спальни заметила странный, яркий, мигающий свет. Ее ферма находилась примерно в 19 километрах от автобуса средней школы Пьемонта и членов баскетбольной команды. Она выглянула в окно и, к своему изумлению, увидела огромный корабль, зависший над полем. Его мигающие красные, зеленые и белые огни освещали окрестности, включая окно спальни Эдит. Однако самым интригующим было ее решительное заявление о том, что она смогла разглядеть людей, движущихся внутри корабля. Несколько минут она наблюдала за кораблем и за существами, прежде чем корабль умчался на большой скорости. Почти наверняка этот корабль, который видела Эдит, был тем же кораблем, который видели члены баскетбольной команды и тренеры Пьемонтской средней школы. 24. Похищение Киржана Илюмжинова. Российский политик и первый президент Республики Калмыкия шокировал страну своим заявлением о встрече с представителями внеземной цивилизации. По его словам, все произошло в его московской квартире, когда он собирался ложиться спать. Неожиданно открылась балконная дверь, и он вышел на балкон, где увидел полупрозрачную трубу, тянувшуюся к нему. В трубе были пришельцы в желтых скафандрах, которые позвали его с собой. Он принял их предложение и около суток провел в космосе, но так и не понял, для чего его забирали. Позже калмыцкий лидер гневался на себя за то, что не задал инопланетянам никаких вопросов. 25. Похищение женщин из Кентукки. 3 женщины ехали из Стэнфорда в Либерти, штат Кентукки. Вдруг прямо с неба на них обрушился огромный летающий объект. У всех 3 начали слезиться глаза, и очень сильно заболела голова. О том, что происходило в течение следующих 1,5 часов, они не помнят. Под гипнозом женщины рассказали, что были доставлены на борт НЛО. Существа небольшого роста в капюшонах подвергали их болезненным обследованиям, и действительно у всех 3 были обнаружены следы от уколов в одинаковых местах. 26. НЛО в Техасе. Один из жителей Техаса утверждает, что ему удалось сбежать от инопланетян после того, как они его похитили. Он даже успел сделать несколько снимков, которые, по его мнению, могли бы стать доказательством существования внеземной цивилизации. Однако качество фото было настолько плохое, что никто не обратил на них внимания. Между тем, находились и другие очевидцы, утверждавшие, что неподалеку от авиабазы Дайс в Техасе происходили странные вещи. Некоторые люди видели необычные пульсирующие шары в небе, некоторые даже утверждали, что видели, как однажды пришельцы выстроились в 2 ряда, а потом исчезли. 27. Похищение Питера Каури. Обычный житель Австралии проснулся среди ночи в собственном доме и не мог даже двинуться, словно его охватил паралич. Вдруг возле его кровати появились 2 обнаженные женщины, блондинка и брюнетка. Сначала они просто смотрели на него, но внезапно блондинка обхватила голову Питера
и прижала к своей груди. Мужчина пытался вырваться, однако женщина держала его очень крепко. В отчаянии Питер укусил ее за ухо, но она словно не чувствовала боли. Затем женщины исчезли. Доказательством этой встречи стал длинный белокурый волос, оставшийся у него на груди. 28. Исчезновение женщины, снятое на камеру. Женщина по имени Соня была уверена в том, что ее похищали пришельцы. Несколько дней спустя после ее шокирующих заявлений она увидела, неподалеку от своего дома, вертолет, которым управлял человек в черном, что показалось ей странным. В ту же ночь ее дочь пожаловалась, что у нее болит нога, словно кто-то больно тянет за нее. Супруг Сони решил установить в доме систему видеонаблюдения, и одна из камер вскоре зафиксировала, как женщина, находившаяся в комнате, внезапно исчезла. Кто-то поверил ее рассказам, но скептиков, утверждающих, что достаточно просто сделать подобный эффект на видеозаписи, оказалось больше. 29. Похищение сержанта Муди. Сержант Муди ехал на машине ночью по Нью-Мексико. Вдруг он увидел перед собой летающую тарелку, после чего его автомобиль заглох. Машина не заводилась, послышался высокий голос, а из тарелки начали выходить какие-то существа. Сержант потерял сознание и был в отключке 1 час 20 минут. Под гипнозом он рассказал, что, приблизившись, пришельцы пытались открыть его машину. Однако сержанту удалось ударить одного из них автомобильной дверью, после чего он нанес удары второму. Но потом и он сам почувствовал удар, а очнулся на столе, вокруг которого были гуманоиды, внимательно изучавшие человека. 30. Встреча с НЛО в лагере Бафледж. Майкл и Джанет, подрабатывавшие в летнем лагере для девочек, видели НЛО и утверждали, что были похищены пришельцами. По словам подростков, они увидели светящийся объект, который выбросил на небо 3 сверкающих огонька. Один из этих огоньков приблизился к молодым людям, и из него вышло 2 существ, которые телепатически заверили Майкла, что не причинят им никакого вреда. Также пришельцы добавили, что вообще не желают зла нашей планете. Удивительно, что после этого Майклу не удалось обсудить увиденное с Джанет, девушка себя плохо чувствовала, а вскоре настало время разъезжаться по домам. 31. Похищение сестер-близнецов. 2 сестры-близняшки заявили, что столкнулись с пришельцами, когда им было 5 лет. По их словам, они сначала увидели свет, а затем инопланетяне появились в их комнате и забрали с собой на свой корабль. Одна из сестер утверждала, что летательный аппарат, на котором они находились, постепенно стал прозрачным, и она видела нашу планету в момент отдаления от нее. 32. Герберт Хопкинс и человек в черном. В 1978 году психиатр Герберт Хопкинс принял таинственный звонок от Нью-Джерсийского общества исследования НЛО. Позже выяснилось, что такого общества не существует. Звонивший человек утверждал, что его похитили пришельцы, и просил о встрече. Хопкинс согласился, и через несколько минут на пороге его дома оказался незнакомец. У него было мертвенно-бледное лицо. Волосы, брови и ресницы отсутствовали. Одет он был в черный костюм. Незнакомец попросил доктора стереть все записи его сеансов регрессивного гипноза, после чего сказал, что ему надо уходить, так как его энергия убывает. 33. Школа Ариэль, Зимбабве. В 1994 году класс из 62 детей в начальной школе Ариэль в Зимбабве находился во дворе школы во время перемены. Учитель в это время оставался в помещении. Неожиданно все дети услышали громкий свистящий шум, за которым последовала вспышка света. Серебряный НЛО высадился в школьном дворе, и несколько пришельцев вышли из корабля. Дети чувствовали себя парализованными. Все, что они могли сделать, это смотреть в большие черные глаза инопланетян. Затем дети начали видеть различные образы, когда инопланетяне, по-видимому, попытались вступить с ними в телепатический контакт. Одна девочка позднее рассказала, что инопланетяне говорили ей, что люди не заботятся о планете должным образом и что мир скоро погибнет.
Ее ум был заполнен изображениями умирающих деревьев, что привело к тому, что кислород на Земле иссяк. Когда инопланетяне ушли, дети снова смогли двигаться, и их охватила паника. Все начали кричать и бежать обратно в школу, чтобы рассказать своему учителю о том, что случилось. Доктор Джон Мак, психиатр из Гарвардского университета, посетил школу Ариэль, чтобы взять интервью у детей и учителей. Все интервью были записаны на видео. Доктор Мак попросил каждого из детей нарисовать, как выглядели инопланетяне и таинственный приземлившийся объект. Все их истории и рисунки практически полностью совпали. Доктор Мак заявил, что, работая психиатром в течение многих лет, он может отлично распознать, когда люди лгут или бредят. Однако он полностью поверил в историю, рассказанную учениками школы Ариэль. 34. Колледж Хиллсдейл, Мичиган. Однажды вечером, в марте 1966 года, молодая студентка из колледжа Хиллсдейл в Мичигане покинула общежитие, увидев, что над кампусом завис большой светящийся диск. Она позвонила в полицию, и вскоре на вызов приехал офицер по имени Уильям Ван Хорн. Примерно 100 студентов вышли из общежития, чтобы стать свидетелями этого НЛО. Светящийся объект начал двигаться к близлежащему болоту, а затем взлетел в ночное небо. Получив отчет от сотрудника Ван Хорна, представитель ВВС США, исследователь доктор Хайнек приехал, чтобы осмотреть этот район. Во время пресс-конференции он утверждал, что не нашел никаких доказательств каких-либо космических аппаратов и предположил, что студенты увидели горящий болотный газ. Сообщение доктора Хайнека взбудоражило общественность, что заставило его провести более тщательное расследование. Он исследовал почву возле болота, где, по утверждениям студентов, приземлился НЛО. В грязи обнаружились аномально большие дозы радиации, а также бор, который является элементом, используемым при производстве ядерной энергии. Доктор Хайнек попытался снова отмахнуться от неожиданной находки, заявив, что это должно быть шутка студентов, развлекавшихся с фейерверками. 35. Элдер Парк Праймари, Шотландия. В 1952 году в Глазго, в Шотландии, Джоан Торренс шла домой со своими друзьями из начальной школы Элдер Парка. Эта история произошла в начале лета, было около 4 часов вечера, поэтому солнце все еще светило ярко и находилось высоко в небе. Джоан только что прошла через площадку, когда небо внезапно потемнело. Ее друзья, похоже, ничего не заметили. Джоан обернулась, чтобы оглянуться на школу, и она увидела серебряную тарелку с прорезью, висящую над зданием. Объект был настолько велик, что он заслонял солнечный свет. Дворник и один учитель вышли на улицу и тоже с удивлением смотрели на НЛО. Джоан почувствовала, что она не может двигаться, как будто ее парализовало. НЛО начал вращаться, и, казалось, время остановилось. Затем девушка услышала свистящий звук, и корабль стремительно рванул в небо. По возвращении домой Джоан рассказала матери о том, что случилось, но та ей не поверила. На следующий день газеты сообщили, что жители города Глазго видели летающую тарелку. 36. Начальная школа Броудхавен, Уэльс. Эта история произошла в 1977 году в Броудхавенской начальной школе в Уэльсе. Урок физкультуры прервался, так как группа мальчиков смотрела на серебряный корабль с куполом посередине. Он высадился на поле, находящееся на школьном дворе. Дети увидели силуэт человека, который показался в одном из иллюминаторов, но он был слишком далеко, чтобы разобрать детали лица. Когда НЛО улетел, мальчики вернулись в школу и начали лихорадочно рассказывать директору, что только что произошло. Директор велел им всем успокоиться и затем опросил мальчиков одного за другим. Каждый из учеников сделал по рисунку НЛО, и все они рассказывали одну и ту же историю. К тому же ученики Броудхавен Скул были не единственными очевидцами НЛО. В Броудхавене жила женщина по имени Роза Гранвиль. Вскоре после того, как корабль пришельцев покинул территорию школы, она увидела, что он приземлился рядом с принадлежащим ей отелем. Женщина подошла достаточно близко,
чтобы увидеть безликих гуманоидов. Вскоре после этого на ее лице появилась красная сыпь, похожая на результат радиационного поражения. Земля, где приземлилась НЛО, была выжжена. Через несколько дней появились двое мужчин в черных костюмах и задавали ей странные вопросы. Спустя годы после смерти Розы ее дочь Франсин готовилась продать отель. Местные СМИ попросили ее рассказать о том случае, когда ее мать увидела пришельцев. Но Франсин понятия не имела о том, что ее мать видела НЛО, потому что она никогда не говорила об этом. По словам Франсин, Роза была очень серьезной и уравновешенной женщиной, и она никогда бы не солгала о чем-то подобном. 37. Средняя школа Уэстелла, Мельбурн. В апреле 1966 года класс учеников средней школы Вистелла в Мельбурне, Австралия, находился на тренировке, когда дети увидели, что над ними пролетел необычный серебряный диск. Объект передвигался так быстро, что казалось, будто он практически телепортируется из одного участка в другой. Несколько учеников бросились внутрь школы, чтобы рассказать о происшествии своим друзьям. Все больше людей начали выходить на улицу, чтобы увидеть этот НЛО. В общей сложности было более 200 свидетелей, как учителей, так и учеников. НЛО, в конце концов, направился к лесу и скрылся среди деревьев. Затем можно было наблюдать яркую вспышку света. Студенты и преподаватели Вестелл-Хай были не единственными, кто видел это. Один очевидец-горожанин находился в лесу, в котором скрылось НЛО. На месте, где находился неопознанный объект, остался круг смятой травы, как будто там приземлилось что-то тяжелое. Когда свидетель попытался посетить это место во второй раз, он встретился лицом к лицу с вооруженными людьми в военной форме. Солдаты проверяли землю на наличие радиации с помощью счетчика Гейгера. По данным National Geographic, правительственные войска в этот день не проводили учений, поэтому окончательного ответа на то, чем на самом деле был серебряный диск, так и нет. 38. Начальная школа Гринок, Шотландия. Этот случай произошел в Гриноке, в Шотландии, в 1948 году. 9-летняя девочка по имени Линда шла домой из школы вместе со своим другом. Они оба услышали странный жужжащий шум и подняли глаза, чтобы увидеть несколько летающих тарелок в воздухе. НЛО летали так низко, что можно было разглядеть находящихся внутри существ. Вместо того, чтобы испугаться, дети начали размахивать руками и подпрыгивать на месте. Инопланетяне помахали в ответ. Линда рассказала, что НЛО продолжали следовать за ними на их пути домой, как будто присматривали за детьми. Затем они улетели и исчезли. Это звучит как рассказ ребенка, пытающегося привлечь к себе внимание. Однако в 1948 году шансы на то, что 9-летняя девочка будет знать, что представляет собой типичный НЛО, кажутся немного низкими. 39. Начальная школа в Абердине, Шотландия. Джейн Фримен играла на территории начальной школы в Абердине, когда заметила серебряный летающий диск в небе. Ничего примечательного не произошло, и никто больше его не видел, НЛО улетел. Несмотря на то, что девочка никогда прежде не интересовалась этой темой, она внезапно увлеклась космосом и стала собирать информацию о возможности жизни на других планетах. Несколько лет спустя Джейн с родителями переехала в новый дом в Англии. Посреди ночи она услышала шум и посмотрела в окно, в котором увидела НЛО, напоминающее разбухший блин. Джейн с радостью выбежала наружу и была встречена инопланетянином, похожим на человека в черном костюме. Такие же гуманоидные инопланетяне посещали ее еще несколько раз, уже во взрослой жизни. Описания Джейн совпадают с другими рассказами очевидцев аналогичных событий, но ее истории не были подтверждены другими свидетельствами. 40. Начальная школа Святого Марка, Шотландия. В 1978 году группа школьников играла на улице во дворе начальной школы Святого Марка в Глазго. Все они были свидетелями появления серебряного НЛО, сияющего в небе и парящего над школой. Один из мальчиков по имени Брайан Ралли
назвал его похожим на две шляпы, соединенные вместе. По сравнению с другими наблюдениями, НЛО этот был относительно небольшим, всего около 1,2 метра в диаметре. Ни один из учителей не засвидетельствовал это происшествие. Когда дети попытались сказать им, что они видели НЛО, педагоги заявили, что все дело в игре воображения. В 1993 году Ралли дал интервью местной газете, и он утверждал, что НЛО, который он видел в тот день, был реальным. На него это произвело такое впечатление, что образ неопознанного летающего объекта оставался в его памяти даже спустя много лет. 41. Начальная школа Уэппингема, побережье Англии. Два мальчика, посещавшие начальную школу Уэппингема на острове Уайт, находились на территории учебного заведения, когда они заметили пепел и искры, падающие с неба. Это происходило в 1967 году, около 8:45 утра. Ребята взглянули вверх и увидели большой НЛО. Они описали его как молочно-белый объект, потому что он отражал облака. В течение дня мальчики находились в классе и периодически выглядывали в окно. Они все еще могли видеть, как НЛО парит в воздухе и очень медленно смещается. Казалось, что на какое-то время объект потерял контроль и начал хаотично двигаться. В конце концов, он начал отдаляться и постепенно исчез из виду. На автобусной остановке один из мальчиков взглянул на кукурузное поле через дорогу от школы. Стебли кукурузы были примяты, как будто что-то врезалось в поле. Мальчики сказали своим родителям, которые вызвали полицию. Исследователи осмотрели кукурузное поле и, конечно же, обнаружили там характерные круги. 42. Начальная школа Крествью, Флорида. Национальный информационный центр НЛО был создан в 1974 году для сбора наблюдений, поступивших от свидетелей, которые не рассматривались традиционными средствами массовой информации. Одна из этих историй произошла в Майами, штат Флорида, в начальной школе Крествью в 1967 году. По словам одного свидетеля, более 100 детей играли на школьной площадке под присмотром учителей, когда три овальные летающие тарелки пробились сквозь облака. Один из НЛО был таким же большим, как круизный корабль, а два других были намного меньше. Учителя были в шоке и не знали, что делать. Большой корабль приземлился на поле в нескольких сотнях метров от школы, а два других объекта исчезли из поля зрения. Детям сказали немедленно разойтись по домам. Несколько школьников сели на свои велосипеды и вместо того, чтобы отправиться домой, поехали к месту посадки НЛО так быстро, как только могли. Необычных объектов не наблюдалось, но земля выглядела сожженной, и трава была смята. На следующий день люди из правительства осматривали этот район, а местные журналисты из Miami Herald брали интервью у мальчиков на велосипедах. Вместо того, чтобы передать свидетельства мальчиков об НЛО, газета утверждала, что учителей и учеников напугали 3 вертолета. 43. Странные огни над магистралью. Обычно водители никогда на автомагистрали не тормозят, особенно для того, чтобы посмотреть в небеса. Но 14 июля 2001 года многие автомобилисты изменили себе и остановились на шоссе. Все потому, что в ночном небе над Нью-Джерси сияли весьма и весьма странные огни. Это было после полуночи над водным путем Артура Килла между Статен-Айлендом в Нью-Йорке и Картеритом в Нью-Джерси. Непонятные желто-оранжевые огни зависли в небе, образовывая нечто вроде буквы «V». Одним из свидетелей данного происшествия оказался офицер полиции лейтенант Дэниел Таррант. Был направлен соответствующий запрос авиадиспетчерам. Сначала они отрицали, что воздушное пространство пересекали какие-либо самолеты или иные летательные аппараты. В то же время группа, известная как New York Strange Phenomenon Investigators, NYSPI, утверждала, что им удалось получить данные радара ФАА. Эти данные говорят о том, что в эту ночь они задокументировали появление НЛО. 44. Истребители с авианосца «Нимец» и странный объект. 14 ноября 2004 года военные с американского корабля «Принстон» заметили на радаре
Неизвестный объект. Прибор зафиксировал движение в районе побережья Сан-Диего, примерно в 160 километрах. Наблюдения велись в течение 2 последующих недель. Таинственные объекты неожиданно появлялись на высоте более 2 десятков километров, потом резко падали вниз и зависали ненадолго над поверхностью вод Тихого океана. Когда 2 истребителя Фа-18Ф с авианосца «Нимец» прибыли в этот район, глазам пилотов представилась странная картина. Неизвестный летающий объект производил на водной глади воронку и отбрасывал тень овальной формы. Несколько минут спустя над океаном появился еще более странный объект белого цвета, который имел вид расчерченного круга. На нем не было никаких опознавательных знаков, инфракрасные мониторы не зафиксировали никакой тепловой активности. Пилоты истребителей Дэвид Фравор и Джим Слейд попытались перехватить объект. Внезапно его скорость возросла, и он исчез. Объект вновь появился на радарах в сотни километров от ударной эскадрильи. Скорость его превышала звуковую в 3 раза. 45. НЛО в международном аэропорту Охара. Рейс 446 готовился к вылету в Северную Каролину из международного аэропорта Охара в Чикаго. Вдруг один из авиадиспетчеров заметил на взлетной полосе некий темно-серый объект, имеющий форму блюдца. Он, казалось, парил в небесах, наблюдая за взлетом самолета. Это было 7 ноября 2006 года. Наблюдали это необъяснимое событие более 10 сотрудников аэропорта. Свидетели утверждают, что тарелка парила в небе около 5 минут. Потом она взмыла вверх и, пробив дыру в облаках, исчезла. Это событие обсуждалось во всех новостных программах по всему миру. Однако, поскольку НЛО не было замечено на радарах, ФАА назвала это погодным явлением и отказалась от какого-либо расследования данного события. 46. Происшествие в Стивенвилле. В штате Техас есть небольшой городок Стивенвилл. Он находится всего в 160 километрах к юго-западу от Далласа. Более всего этот провинциальный город знаменит своими молочными фермами. Вечером 8 января 2008 года десятки его жителей узрели в небе нечто уникальное. Люди рассказывали, что видели белые огни над шоссе. Сначала они образовывали большую горизонтальную дугу, потом расположились в виде параллельных вертикальных линий. Местный пилот Стив Аллен подсчитал, что таинственные стробоскопы двигались со скоростью почти 5000 км в час. Никаких звуков объекты не производили. Свидетели данного происшествия утверждали, что это событие напоминало наблюдение за огнями Феникса в 1997 году. ВВС США раскрыли, что в тот момент в военном районе Браунвуда к юго-западу от Стивенвилля летали F-16. Основная масса горожан этому не поверила. Люди настаивали, что то, что им удалось наблюдать, намного технологически превосходит все нынешние достижения человечества. 47. Видео с радаров, где вместе с истребителем рядом парит НЛО. В 2017 году достоянием широкой общественности стала информация о программе расширенной идентификации авиационных угроз. Тогда же появилось любопытное видео. На записи была заснята встреча FA-18 Super Hornet с неопознанным летающим объектом. Событие было зафиксировано современным инфракрасным прибором Raytheon Advanced Targeting Forward Looking. Это было похоже на то, что было замечено у Сан-Диего в 2004 году. Объект невероятно быстро двигался и был похож на светящийся овал. Никаких выхлопов объект после себя не оставлял. Пилоты отслеживали объект на высоте 8000 метров над Атлантикой. Когда он отлетал, то одновременно вращался вокруг своей оси. Никакого разумного объяснения этому явлению так и не было найдено. Впрочем, как и всем остальным случаям. 48. Лобокские огни, 1951 год. 25 августа 1951 года трое профессоров из Техасского технологического университета проводили вечер на природе в Лобоке. Они взглянули на небо и увидели, что над ними на высокой скорости полукругом пролетают мерцающие сферы. На протяжении следующих нескольких дней местные жители начали рассказывать о том же самом феномене.
ВВС США изучила информацию и сделала вывод, что таинственные огни были отражениями уличных ламп на телах летящих птиц. Многие очевидцы отказываются принимать это объяснение, ссылаясь на то, что огни летели слишком быстро. 49. НЛО над Левелендом, 1957 год. В культовом фильме «Близкие контакты третьей степени» есть знаменитая сцена, где НЛО выводит из строя электронику в автомобиле. Реальным источником вдохновения для этого момента послужил инцидент в Левеленде 1957 года, когда жители техасского городка якобы заметили ракету или странные огни, мешавшие работе электронных устройств. В домах отключался свет, двигатели автомобилей останавливались. Полиция изначально не верила рассказам, но затем сама заметила те же самые огни, после чего принялась за расследование. Согласно официальным источникам, причиной перебоев стала шаровая молния и электрический шторм, хотя в тот день нигде в регионе не было плохой погоды. 50. Рэндалшемский инцидент, 1980 год. В декабре 1980 года солдаты ВВС США, служившие на британских военно-воздушных базах Вудбридж и Бентуотерс, доложили о непонятных, ярких огнях над Рэндалшемским лесом, который расположен примерно в 160 километрах от Лондона. Один из людей, отправившихся туда для разведки, якобы нашел неопознанный космический аппарат, а на следующий день другие подтвердили, что окружающие деревья получили повреждения. Помимо этого, в районе падения объекта зафиксировали повышенный уровень радиации. Один из очевидцев записал свои наблюдения за огнями на диктофон. Сторонники теории НЛО считают это одним из самых твердых доказательств инцидента. Однако Министерство обороны Великобритании не нашло в событии каких-то угроз для нации, поэтому решило закончить расследование. С тех пор Рэндалшемский лес стал таким же туристическим местом, как и Розуэлл. Предприимчивые энтузиасты даже оставили на опушке модель летающей тарелки. 51. Бельгийская волна, 1989-1990 годы. В ноябре 1989 года жители Бельгии заметили в небе большой, парящий в небе неопознанный объект треугольной формы. Через несколько месяцев, в марте 1990-го, они вернулись, но на этот раз появление НЛО подтвердили два военных радара. Истребители, вылетевшие навстречу объектам, смогли засечь их на приборах, однако сами пилоты ничего не видели. После этого таинственные объекты быстро ушли от погони. Свидетелями этих инцидентов, по разным подсчетам, стали 13 500 человек. ВВС Бельгии не смогли предоставить никаких логических объяснений произошедшего, признав, что тогда в небе действительно появились неопознанные объекты. 52. Фаворитка инопланетян. Бывший сотрудник Министерства обороны США Хиллари Портер утверждает, что пришельцы прилетали за ней на Землю более 100 раз. Первый контакт женщины с инопланетянами произошел, когда ей было 5 лет. Девочку забрали на космический корабль прямо из детского сада. В 1974 году Портер стала работать в Министерстве обороны США. С этого времени количество ее контактов с представителями внеземной цивилизации значительно увеличилось. Пришельцы похищали Хиллари из правительственной исследовательской лаборатории и даже забирали ее, когда она находилась на безопасных политических объектах. Портер утверждает, что во время всех похищений у нее забирали генетический материал и над ней проводили различные медицинские эксперименты. Ее многочисленные истории можно услышать на различных мероприятиях, посвященных похищениям людей по всей Великобритании. 53. Причастие. Уитли Стрибер смог извлечь выгоду из опыта похищения его инопланетянами. До встречи с представителями внеземных цивилизаций он был опытным писателем, произведения которого брались за основу сюжета многих фильмов. Похищение Стрибера произошло в 1985 году, в канун Рождества.
После случившегося писатель сразу решил задокументировать пережитые воспоминания, написав новую литературную работу под названием «Причастие». В романе Уитли в подробностях описал, как выглядели похитившие его инопланетяне. Они были с огромными глазами, треугольной головой, а кожа у них была серого цвета. Можно сказать, что Стрибер создал шаблон, по которому пришельцев впоследствии описывали другие люди. В течение нескольких последних десятилетий писатель стал настоящей знаменитостью. Популярность пришла к нему благодаря многочисленным телевизионным выступлениям, написанным романам и личному веб-сайту, посвященному теме НЛО. На этом я бы хотел закончить это видео с 53 неразгаданными тайнами НЛО и доказательствами существования инопланетян. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт: девушка из другой вселенной. Одна история любви с пришельцем была рассказана Джесси Лонгом. В 1957 году, в возрасте 5 лет, он был похищен инопланетянами прямо с игрового поля. Мальчика поместили в металлическую комнату космического корабля, где ему в ногу имплантировали чужеродный объект. В 1991 году Джесси была проведена операция, и предмет был удален. Самое интересное, что объект, извлеченный из конечности, имел необычный поверхностный состав и удивительные характеристики. Им заинтересовались ученые, забрав в лабораторию на исследование. Далее последовал еще один контакт Лонга с инопланетянами. Во время второго похищения он встретился со своей гибридной дочкой, которая была зачата в результате сохранения его спермы, взятой во время предыдущего инопланетного опыта. Знакомые Джесси позже рассказали, что на самом деле матерью девочки была его подруга из Канады. Но сам Лонг опровергает этот факт и продолжает рассказывать оригинальную историю про девушку из другой вселенной. Вот такими у нас получились 53 неразгаданные тайны НЛО и доказательства существования инопланетян. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые усилия не напрасны.